Всем привет! Сегодня мы будем делать, для меня, по крайней мере, новый костер разводить. Кто-то называет его Дакотой, кто-то, по-русски называется он костром-разведчиком, так как костер этот скрытный. Для того, чтобы его разжечь, надо немножечко поработать, надо немножечко покопать. Копать мы будем ямку. Вида примерно у этой ямы должна быть как такая груша. Соответственно, начало штык лопаты, и яма немного расширяется вниз. Глубина ее должна быть около 40 сантиметров. И немножечко в стороне будем прорывать так называемое поддувало. Повторюсь, костер скрытный. Очень многие пишут, что он практически не дает дыма, поэтому его и называют костром-разведчиком. Ну что, начнем копать? Ох ты, ёшки! Так, выкопал небольшую яму. Примерно вот такая глубинка у нас. Это сантиметров, я не знаю, сантиметров 30-40. И теперь что нам надо? Во-первых, яма у нас расширяется. Здесь у нас лопата, там у нас 2 лопаты. И 20-30 сантиметров надо вырыть поддувало, чтобы у нас воздух туда приходил. Чем мы сейчас и займемся. Опять копать. Продолжаем копать поддувало. Надо примерно выкопать яму глубиной как основная, но поуже. И чтобы внизу, соответственно, был проход для притока воздуха, чем мы сейчас и занимаемся. Копать на самом деле одно удовольствие. Земля здесь хорошая, мягкая, так как я люблю. Ой, вот мы и пробили. Поддувало наше готово. Можно закладывать дрова и разводить костер. В принципе, все готово. Будем проверять. Это у нас яма для костра. Это у нас яма для поддувала. Соответственно, вам не видно, но примерно это выглядит вот так. Для розжига мы будем использовать бересту, кору березы. Расщепляем ее, чтобы лучше горело. Таким вот образом. И закладываем нашу яму импровизированную. Сейчас довольно-таки сухо, дрова все сухие, поэтому должно получиться все замечательно. Здесь все с первой попытки. Все, положили, берем зажигалку. Все это дело поджигаем. О, я прям чувствую, как попер. Ветер из поддувала просто раздувает пламя, как не знаю что. И кидаем палочки сухие. Не вздумайте брать мокрые.
Посмотрите, как работает все. Примерно вот так. Сейчас костер немного разгорится, дыма станет меньше. Ну вот, разожгли мы наш костер разведчика, костер Дакота, как его по-научному называют в России, это костер разведчика. И можно сказать, плюсы действительно у костра есть. Во-первых, костер практически не дает дыма, как вы можете посмотреть. Очень быстро разгорается. Вот. Поддувало работает. И, что немаловажно, пламя идет направленное. То есть оно небольшой участок дает. Костер жаркий. Вот. Можно обжечь. Удобно сюда поставить котелок, допустим, какую-нибудь подставку. И все нормально. Дрова загораются мгновенно. Так что костер замечательный. Если у вас есть лопата, вот такой костер делает. Что хотел, я вам показал. Всем советую попробовать такой костер. Вырыть его довольно-таки легко, недолго. И, кстати, вода закипела. Вот на обычном костре мы минут, я не знаю, там котелок армейский, минут 10 мы ждем, наверное. Минут 15. Ну да, минут 15 от минут. А здесь, здесь буквально 5 минут, даже меньше, да, 5 вышло. минут прошло, и все, как бы уже Вода котелок закипела. просто закипал, как не знаю на что. Потому что пламя идет полностью вверх, жар идет вверх. Ровно, да. Ветер Да, дует, оно да. все равно ровное. Да. Мне понравился. Всё, ставьте, если вам это видео понравилось, ставьте палец вверх. Если хотите, подпишитесь на мой канал. Будут такие еще видео, где мы что-то пробуем, куда-то ходим. Всем спасибо за просмотр.